Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360! Ухилян бежал в Европу, поднял пыль до облаков, от повестки мчался... Дамы и господа, честнолюд, всем салют. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Меня зовут Сергей, и я не лысый таксист, и я не вещаю в данный момент с машиной, с мобильного офиса, то есть дача. Серия роликов с дачи, но не о даче, продолжается. Так, ребятки, перед тем, как начать, я хочу у вас задать такой вопрос. У меня скоро будет длинное путешествие на Скандинавию. 2000 километров, почти 2000 километров в один конец. И вот хотелось бы у вас узнать, зайдет ли вам такой формат ролика, длинный ролик. Буду ехать долго, останавливаться в различных красивых местах, паузу делать и снимать. Ну, то есть снимать, наговаривать всевозможные ситуации, которые я ищу в интернете. Для тех, кто не знал, мой контент базируется на том, что я на различных платформах ищу высказывания, ролики о людях, негатив, позитив, о налогоплательщиках и т.д. и т.п. Нарезаю, разбираю, вы комментируете. В общем, ролик может получиться час-полтора. Напишите мне, пожалуйста, зайдет или не зайдет. Мне будет очень интересно узнать. И также, хотели бы вы увидеть, куда я вообще поеду. Я буду снимать также мою дорогу, где я останавливаюсь, куда я еду, рассказывать, в общем, кому я еду. Это будет Северная Швеция. Больше рассказывать много вам не буду, чтобы было интересно. Грибочки, медведи, ягодки, рыбалка. В общем, там такой хутор, да, где медведи срать боятся ходить. Я серьезно говорю, да, там 50 метров, 40 метров медведи приходят к дому. Вот, если вам это нравится, также напишите, да, и я тогда, конечно, все подсниму вам. Спасибо, что выслушали. Также два QR-кода, которые вы видите справа от себя, это мой музыкальный и влоговый канал. Добро пожаловать. Ссылки найдете также в описании. QR-код, который вы видите сейчас, это QR-код от телеграм-канала, который был создан специально для этого YouTube-канала, чтобы вы могли поделиться своими мыслями, ссылками, роликами. Если вы считаете себя адекватным человеком, добро пожаловать. Темы различные, не только политика. Даже сказал, больше различных тем, да, чем политика. Как сготовить гуся, приготовить шашлык и где можно набрать грибов. Кстати, тема сегодня это обсуждалась, или вчера. Вот, ребятки, присоединяйтесь. Ну, а теперь что, перейдем к роликам. По приву вы догадались, типок один есть такой, да, я наблюдаю давно за ним, я выставлял уже вам его. Гость, герой нашего ролика будет, который, да, я скажу, наверное, сбежал с своей родины, только не надо, да, сейчас там война, там то, там все, поэтому бежал. Окей, да, но в данный момент, я скажу, он сбежал, так как он ищет там, где лучше. Окей, человек каждый ищет там, где лучше, но он задает такие вопросы, на которые я отвечу, я найду ответ на этот вопрос. Вы сначала послушайте, о чем он спрашивает, и потом вы поймете, почему я прав, когда я сказал, что он сбежал. В общем, ухилянт, я скажу. Вдруг в Германии начнется война. Россия, например, примет решение атаковать Германию. Как вы думаете, на чью сторону станут русские немцы? Вот такой вопрос он задает. На чью сторону встанут русские немцы? Вопрос он задает, это сбежавший своей страны, не хотит защищать своего президента, он не хотит защищать свою родину, он не хотит защищать свои законы, он сбежал со своей страны, прожив несколько, не знаю сколько, год-два там в Германии, снимав кучу роликов, да, про русских немцев, там кучу, да, он наснимал. Он переезжает, кажется, Франция, да? Сейчас проживает он во Франции. В общем, нашел там, где потеплее, еще дальше от своей родины. И он задает такой вопрос людям, которые проживают в Германии, платят налоги. На чьи налоги он проживал, также получал пособие. На чью сторону они пойдут. А у меня такой теперь тебе будет ответ. Не, давайте послушаем дальше. То есть, будут ли русские немцы стоять на стороне Германии или на стороне России? Вот это вот будет очень интересно. Интересно будет посмотреть, как они будут рваться защищать свою батькивщину. Интересно. Вот мне интересно посмотреть тоже, почему ты не остался защищать свою батькивщину. И ты задаешь такие вопросы. В принципе, если бы ты сейчас там находился, был в вооруженных силах УК Украины, ты, я думаю, имел бы право задать такой вопрос. Но до данный момент только не ты, не тебе такие вопросы задавать. Да, Германию, как они называют ее, своей родиной.
Ну, своей родиной, нет, родина, например, моя в данный момент это Казахстан. Германия, я как считаю, это опять мое сугубо личное мнение, это родина моих предков. Вторая родина, да, окей, или малая родина можно также назвать, да. А вот ты, например, да, почему ты не защищаешь свою родину? Будет интересно, как они будут себя показывать на поле боя и рассказывать, что ухилян, там, кто еще, куда они будут уезжать, куда они будут валить. И это не только к русским немцам относится, а и к немцам, там, литовцам, эстонцам, да, в частности, к полякам, да, которые тоже находятся в красной зоне. Потому что, ну, не зря вот последний месяц об этом со всех микрофонов говорят, то, что вот там что Россия готовится, кто-то что-то куда-то готов идти. Вот. Я хотел бы, чтобы ни с кем в жизни такого не произошло и не случилось, то, что произошло в Украине, да. Чтобы на самом деле все эти вопросы решились мирным путем. Но посмотреть на то, как повели бы себя отдельные группы лиц, мне хотелось бы. Ну вот, я тебе отвечу. Опять же, я буду говорить только за себя. Я не могу за всех говорить, я не имею права. Отдельные группы лиц, то есть я, скажем, да, ну, еще пару человек, кого я персонально знаю. Ты не угадал, да, на ответ на свой вопрос. На чью сторону бы они встали? Они попробовали бы не допустить, чтобы такого даже случилось. Вот видишь, а ты в своих мозгах этого даже не можешь принять и допустить, что есть третий вариант, что не обязательно на чьей-то стороне воевать. Сбежавши с своей родины, поменяв несколько локаций, не защищая ни президента, ни родину свою, ни свои законы, такие вопросы задает. Это, ну, да, решать, ребят, вам, да, насколько он прав и имеет ли он право вообще задавать. Ну, в принципе, да, такие вопросы имеет право задавать каждый, но именно вот он имеет ли право задавать такие вопросы, как ухилянт. Напишите, пожалуйста, пишите, адекватно пишем, да, без мата, ругани. Ну, есть отдельные особи, конечно, знаете, прибежать, насрать и убежать, такие тоже существуют на канале, да. И главное то, что они не отвечают потом на комментарии, которые им оставляешь ответы. Пишите конструктивно и адекватно. Спасибо, что вы досмотрели этот ролик до конца. Не забываем подписаться на этот каналчик, так как он еще маленький, поэтому каналчик. Также активируем клин-клин колокольчик, чтобы не пропустить завтрашний выпуск. Всем добра, удачи!